Все происходящее в любом случае эскалация. Посмотрите при этом, как развивались события еще в понедельник, а сегодня, напомню, пятница. Байден, Пентагон, американский совбез и пресс-секретарша Байдена Карин Жан-Пьер сообщали, что Вашингтон решительно против нанесения ударов американскими ракетами по территории Российской Федерации, при том, что американскими ракетами уже били по нашей стране. В среду со ссылкой на секретные данные американский Вашпост сообщил, что Байден тихонечко дал Зеленскому разрешение, и вот в пятницу стало известно, и Зеленский устами своего пресс-секретаря говорит об этом публично: да, разрешение есть, і ми будемо бити по Росії. Та не США єдиними. Кількість країн, які дають дозвіл бити по РФ, зростає у геометричній прогресії. Неочікувано для всіх такі удари погодила і Німеччина. І це, просто розірвало російських пропагандистів. Ну и продолжают сыпаться новости сенсационные на ленты информагентств, которые мы с вами, наверное, скорее относим к бесконечным секретам Полишинеля. Итак, Бильд со ссылкой на свои тайные источники нам сообщает, что канцлер Германии Шольц разрешил Украине использовать переданное Германии оружие для ударов по территории России. Берлин при этом и остальной Запад солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области, сообщает не только Бильд, но в подтверждении информации Бильд заявляет Кабмин ФРГ. Американские чиновники, еще одна новость, ожидают, что первые атаки по территории России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких ближайших часов, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Разрешение давным-давно получено, было заранее выдано, и в принципе все, что происходит сейчас, и было затеяно для того, чтобы попытаться перенести войну на территорию Российской Федерации. Россия все видит. Ответ будет. Комментарий Захаровой. Слушай. Украинцы не в состоянии самостоятельно использовать атакамсы, Storm Shadow и скальпы. Это возможно только с помощью космической разведки. Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте, а дальше уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами. В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать, в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри. Никаких разрешений или неразрешений Украине им для этого давать не надо. Это дело рук натовцев, и отвечать за это придется им. Я думаю, що Сили оборони України точно дадуть гарну відповідь і від себе, і від натовців. Бо Сполучені Штати дозволили нам бити по прикордонній території РФ із хаймерсів, керованими боєприпасами GMLRS та артилерією. А цією зброєю ми точно вміємо самостійно користуватися. Так само, як і німецькими Panzergaubitz 2000 та РСЗВ Марс-2. Щоправда, радіус, за яким Збройні сили України можуть завдавати ударів німецькою зброєю, поки що невеликий. Максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів. Але для першого етапу і цього достатньо. Далі точно буде більше. Но они должны понимать, зачем такой мир, если в нем нет России? Сейчас доходим до стадии, когда ясно, что, наверное, нам надо показать, что у нас ядерное оружие действительно есть, провести натурные испытания. Замечательный Дмитрий Суслов предлагает это сделать, где-то на полигоне, то есть не боевые, то есть, а демонстрационные. Я не такой добрый, как он. Я считаю, что полигон уже есть, Яворский. Я, например, считаю, что не надо начинать с большого. Давайте с малого. Это же был казус Белли, взрыв газопроводов. А почему до сих пор в Британии что-то есть? Почему вообще подводная инфраструктура Европы и Британии не подверглась атаке? Неизвестно кого. Почему, если они считают, что для них законная цель некие, находящиеся на территории Российской Федерации установки, то для нас абсолютно должны являться законной целью
та техника и те точки, где это производится и складируется, на территории тех стран, которые предназначаются для удара по нашим людям. Поэтому, извините, но заводы, производящие Storm Shadow, заводы, производящие все эти бесконечные Panzer, заводы, производящие, ну, Таурусы пока нет, но если они будут поставлять, то и Таурусы. А все эти Panzerhaus, там вот это 2000, все это надо уничтожать. Терорист-пропагандист Соловйов і дня прожити не може без ядерних погроз Заходу. Так само, як і його колега по палаті Кісельов. Той зовсім з розуму зійшов. Прямо демонструє ядерні боєголовки. Вот на боевую позицию выдвигается оперативно-тактический комплекс «Искандер». Вот его заряжают ядерной ракетой. Не спеша, но быстро, без суеты и лишних движений. А здесь уже подготовка к пуску. Еще мгновение, и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским. Ну, як кажуть, у кого на чому фокус уваги, то і будеш завжди помічати.